Мы переходим к нашей следующей теме. Уехать из Украины теперь станет заметно сложнее. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что кордоны собираются сделать непроходными. По его словам, границу усилят заборами, тепловизорами и видеокамерами. Также он сообщил, что в скором времени в Украине планируют ввести наказание для мужчин, незаконно уехавших за границу во время военных действий. Вот сейчас мы видим, как отказали в выплатах 30 тысяч гривен военным. Учителям не платят зарплаты с января. Почему, на ваш взгляд, не эти средства, которые обеспечат границу тепловизорами, видеокамерами, не направить в это русло? И почему сейчас требуется и заговорили о таких же ожесточениях? Я думаю, потому что некому будет платить эти надбавки в 30 тысяч. Все меньше и меньше, полагаю, людей хочет идти воевать и хочет погибать. Вы же понимаете, то, что официальная СМИ, как вы привели их в начале программы в пример, то, что они рассказывают и показывают, это одно. А то, что в военных в телеграм-каналах можно увидеть или в тиктоках, которые сами бойцы или офицеры могут запустить там с передовой, это совсем другое. И земля все равно слухами полнится о том, что происходит на фронте. Все вокруг Киева знают об этих облавах, когда там вылавливают призывников. Тупо вылавливают уже, как зверушек, я так понимаю. Все об этом знают. Все это передают. Это сарафанное радио, оно работает. Все меньше людей, наверное, хочет участниками быть боевых действий. Поэтому и усиливается контроль на границе. Я так полагаю, в этом логика слов министра. Что касается того, что он сказал, что примут законы, которые позволят наказывать тех, кто уже уехал. Тут, опять же, смотрите, давайте поймем сразу. Есть общепринятые нормы права, признанные во всем мире, постулаты права, которые используются кругом у нас, в англосаксонской даже системе права, несмотря на то, что она несколько отличается от континентальной. Я сейчас говорю как юрист. Первейшее правило, которое знает, изучает, запоминает первокурсник любого юрфака, это то, что закон обратной силы не имеет. Закон, отягчающий положение, обратной силы не имеет. Переведу на нормальный язык. Допустим, человек совершил в марте этого года убийство. Так? Когда он совершил это убийство, уголовный закон предусматривал наказание за него, допустим, 15 лет лишения свободы. Вот это было убийство не при отягчающих обстоятельствах. 15 лет максимальный срок. Пока дело направили в суд, его же надо прорасследовать, полицейские прорасследовали, прокуроры согласились, отправили дело в суд. Дело начало рассматриваться в суде. Это, даст бог, в июне где-то оно начнет рассматриваться в суде. В июне. И вот в июне парламент принимает закон, и президент, допустим, гипотетически, и президент подписывает закон о том, что теперь за убийство при неотягчающих обстоятельствах не 15 лет, а пожизненно. Так вот, этот закон не применяется к тем преступникам, которые совершили убийство до вступления закона в силу. Нельзя. Он отягчил их положение. Он не имеет обратной силы. Поэтому норма об ужесточении наказания за, допустим, неявку в военкомат или уклонение от призыва или пересечение границы незаконное будет работать против тех, кто это сделает после того, как она вступит в законную силу, эта норма. Против тех, кто пересек границу, уже никакие нормы не работают, кроме административного наказания. Что касается уклонения от призыва, еще раз. Это, собственно говоря, я удивился, прочитав это в украинской прессе, когда разрешили публиковать подобное разъяснение адвокату. Но он написал: сегодня, в случае, если дали повестку, явитесь в военкомат. Человек взял ее и не явился, он не подлежит уголовной ответственности. Его можно только оштрафовать. При этом надо доказать, что он получил эту повестку. Только оштрафовать. А вот если он получил повестку, попал в военкомат, прошел там же врачебно-призывную комиссию, и ему сказали: жди, теперь тебя позовут, и когда он на второй раз уже не пришел, когда его позвали, с этого момента он является тем, кто совершает уголовное правонарушение и подлежит уголовному наказанию. На сегодня нормы украинского права выглядят так. Но еще раз, основное, это очень важно, закон, ухудшающий положение, обратной силы не имеет. Это что касается государства с правовой системой и общепринятой мировой практики.
Что касается нынешней нашей страны, нынешней квазиправовой системы, возможно, все что угодно. Вот просто все что угодно. Я в самом начале программы сказал о том, что, понимая, что не могут доказать обвинения людям, поступали просто. Ну, в смысле, незаконно, но просто. Применяли в отношении этих лиц санкции, либо лишали гражданства, что, по сути, нивелировало правосубъектность человека на территории Украины. Это же незаконно? Незаконно. Потому что закон о санкциях и вообще логика любого законодательства о санкциях любой страны направлена на противодействие работе тех или иных иностранных граждан или то, что они находятся на другой территории или не подпадают под твою юрисдикцию, ну, допустим, в силу дипломатического иммунитета. Но должен наказать как правитель своей страны, как тот, кто ее оберегает. Ты вводишь в отношении него санкции. Не пускаешь его, блокируешь его счета на территории своей страны, там еще что-то. Но не в отношении собственных граждан. В отношении собственных граждан должно, если его обвиняют в совершении преступления, проводиться расследование. Прокуроры должны готовить обвинения и потом идти в суд и в суде доказывать, что этот гражданин совершил преступление. После этого суд должен принять решение о виновности либо невиновности гражданина. И так в 3 инстанциях. Первая инстанция, апелляционная и кассационная. Но этого не делается, потому что понимают, что нереально. И тогда вводят санкции. У нас, в Украине, в отношении собственных граждан. Ну, точно Корбан не мой герой. Знаете, да, вот этого днепровского шустрого деятеля. Но между тем, ничего ж не мешало. Взяли паспорт, зачеркнули, сказали, а вы больше не гражданин Украины. Все, точка. Поэтому то, что я сказал вам о принципах права, может абсолютно, и точнее, скорее всего, абсолютно не распространиться на то, что принимать будут нынешние зеленые слуги в парламенте и то, что будет утверждать их босс. Принять они могут, повторюсь, все, что угодно. Понятное дело, что они ненадолго и не на века. И впоследствии это будет отменено. Те, в отношении которого это будет принято, станут, допустим, политически преследуемыми лицами. Будут иметь право на возмещение из бюджета. Бюджета, правда, не будет, но это нынешних не касается. То есть вполне вероятно, что что-то похожее ими будет принято. Хоть и это заранее противоречит чему бы то ни было. Вот всем постулатам права как такового. Но сейчас же плевать на это хотели с самого высшего Печерского холма и, понятно, Петхолмки тоже и их обитатели.